Арканы, где они? Вот они у нас, да? Собственно, давайте начинать лекцию. Да. Очередная лекция по младшим арканам. Сегодня мы с вами рассматриваем придворные карты, рыцари, рыцарь пентаклей, рыцарь жезлов, рыцарь мечей и рыцарь кубков. Какой рыцарь самый лучший, самый приятный, самый нужный, самый полезный? Вот сегодня об этом поговорим. Поговорим по поводу стихий, поговорим по поводу того, какие мужчины могут быть представлены этими рыцарями и как их, в принципе, различать в раскладах, да? Как там, по цвету волос, или по характеру, или по первой букве имени, да, как вот часто любят у нас в цыганских раскладах. Хорошая новость про платный вебинар. Да. Ну, просили, делаем. Хорошо. Так. Ну что, традиционно напоминаю про лайки, про комментарии, все это нужно на YouTube, чтобы YouTube продвигал дальше видео, чтобы канал рос, да, чтобы вы вместе со мной делились информацией с людьми, которые еще вот с этим всем не знакомы, чтобы приобщать их к картам Таро. Дело интересное все-таки. Ну, давайте не будем долго рассусоливать. Рыцари женщины. Конечно, рыцари могут быть и женщины, тем более в наше время. Да? В наше время, когда женщина почти сравнялась в этих самых, ну как сказать, правах, в возможностях с мужчинами, да, можно рассматривать и женщин тоже как рыцарей. Почему сейчас объясню. В принципе, на прошлой лекции по пажам мы уже говорили с вами, что придворные карты, да, если кто помнит, придворная карта — это степени управления ситуацией. Люди, которые в зависимости от своего характера, от своих способностей, от своих желаний, умений, навыков, знаний, управляют как-то ситуацией. Сейчас поясню поподробнее. Те, кому интереснее, как это звучало в предыдущей лекции, будет ссылочка попозже, да, будет ссылочка на предыдущее видео по пажам. Ну, или поищите сами себе там этих самых в плейлистах. Рыцарь пентаклей. Ну, во-первых, это стихия земли. И если помните, у нас было такое интересное разделение по стихиям земли, да, когда я вам представлял какие-то фильмы, либо произведения, когда мы рассматривали с вами 4 стихии. Вот они, эти картиночки, да, с самой первой лекции, с тузов. Там все рассмотрено более подробно, но я хотел бы вам напомнить один фильм, да, или произведение. Ну, допустим, произведение. Пусть будет произведение, пусть будет «Три мушкетера» Дюма, да. И вот там эти 4 характера основные. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Само собой, так как Дюма был в свое время знатоком всех этих фишек, да, всех вот этих, интересовался эзотерикой, скажем так, мягко скажем так, а интересовался он ей очень плотно, поэтому вот все эти характеры специально, довольно внятно, довольно отчетливо и так, скажем так, отдельно прописаны по стихиям. Огонь, земля, вода и воздух. Напомню вкратце, что Атос — это воздух, Портос — это земля, Арамис — это вода, да, и Д'Артаньян — это, конечно, огонь, жезлы. И вот если мы будем ставить на место этих рыцарей, вот этих вот товарищей, это вам очень поможет прочувствовать характер каждой карты. Необычайно хорошо ложится в память вот этот образ 4 мушкетеров, наверное, просто потому, что они нам знакомы с детства, да. Ну и в принципе тут на подсознательном уровне, да, опять скрипит потертое седло, вот это вот все, вся эта история. Отчетливо такие вот рыцари у нас характерные. Каждый что-то делает, каждый делает что-то по-своему. Если вы обратите внимание, рыцарь Пентаклей, он практически неподвижно сидит на этой своей лошади, да и лошадь тоже стоит, никуда не скачет, вороной конь такой, спокойный, больше похож на тяжеловеса. Ну, в общем, само ощущение такое достаточно стабильное, скажем так. Ну, в принципе, да, это стихия земли, это люди с таким вот характером, с постоянным
с неторопливым, с медлительным, можно сказать, характером. Люди достаточно практичные, я бы даже сказал прагматичные. Люди, которые ценят вкус жизни, чувствуют вкус жизни и ценят его. Вот. Рыцарь жезлов. Это динамичный товарищ. У него прям вот так нарисован этот плюмаж, да, на шлеме такой огненный, как языки пламени. Одежда Котта тоже у него такая вот... Ну, во-первых, расцветка сама, да. Во-вторых, форма одежды, форма плюмажа и грива коня. Оно такое вот динамичное, как языки пламени. Сам конь активный. Мы видим, что он скачет, он на дыбах стоит. Да, он показывает свой характер, он показывает свои желания. Ну и люди, соответственно, такие же. Динамичные, достаточно активные. Чувствуют, хорошо чувствуют, что они хотят. Более того, чувствуют еще и чужие желания. Я бы не сказал, что они прям могут за собой вести людей, но как лидеры выступать вполне могут. Вот. То есть, скажем так, вот тот самый Д'Артаньян, который, в принципе, направлял желание, устремление своих друзей туда, куда ему нужно, да? Мы же с вами помним, что подвески королевы вернуть нужно было Д'Артаньяну. Это его возлюбленная просила об услуге, да? А он уже включил всех своих друзей, товарищей, да? И вот они вписались за Д'Артаньяна. Убедил он их, скажем так. Заставил хотеть того же, что хотят они. Атос. Это вот такой вот активный товарищ, который активничает тогда, когда нужно. Это воздух, это человек мудрый, умудренный, обладающий информацией определенной, знаток своего дела, человек достаточно честный, открытый, откровенный, но осторожный. Человек, который знает, как и что делается, может делиться этими знаниями, направлять и, соответственно, сам еще и делать то, что он знает. Вот. В общем, Атос, да, благородный, можно сказать, чистый помыслами человек. Вот примерно такой рыцарь. И мягкий, несколько женственный, обтекаемый такой, аккуратный человек, джентльмен такой, это Арамис. Он же аббат Д'Ербле, да, он же человек-духовник, который разбирается в вопросах духовных, да, священник, может быть. В общем, человек, который более мягкий, более эмоциональный, эмпатичный, чувствует этот мир через эмоции и, соответственно, считывает эмоции других людей. Вот примерно характеры. Если вы накладываете на них характеры 4 мушкетеров, то у вас уже есть готовые такие как бы шаблоны для работы. Это очень здорово. Почему? Потому что Дюма очень постарался и вписал в характеры своих героев как раз вот все эти качества. Забыл сказать про Портоса. Конечно, само собой, это человек, который любит жизнь во всех ее вкусовых проявлениях, да. Человек, который практичный, да, который я дерусь, потому что дерусь, да, все, ну, ситуация такая, соответственно, я действую по ситуации. Что тут там долго думать? Что тут думать, трясти надо, да, вот и все. С другой стороны, это человек практичный, прагматичный, да, если вы помните, он впоследствии хотел жениться на баронессе, в принципе, даже женился, стал бароном, вот. Человек, который чувствует цену опыту, чувствует цену силе, чувствует цену, знает цену материального мира. Да? То есть понимает, что поесть, попить вкусно и, собственно, все, что касается материального мира, все это нужно, необходимо. Вот такие 4 персонажа уже нам дает какие-то базовые основы для работы с клиентами. Так, что у нас в чатике? Почему жезлы иногда называют бастонами? Ой, я не помню, честно говоря. Но это французская школа, да, в марсельском таро. Бастон — это какой-то французский термин, я не помню, честно говоря. Скорее всего, что-то связанное. Вот можно загуглить, загуглить и скажете мне, что такое бастон. Если человек по жизни паш, но пытается действовать как рыцарь, то какие-то карты в раскладе могут быть? Скорее всего, перевернутый рыцарь.
Если человек действует как рыцарь, пытается взять на себя роль, которую пока не может сам выполнять, тогда это может быть перевернутый рыцарь. Но если он в самом деле паж, то чаще всего карты показывают перевернутого пажа. Неправильного пажа, который лезет не туда, куда нужно. В общем, может быть и паж, может быть и рыцарь, в зависимости все-таки от ситуации. Жанна д'Арк — это какой рыцарь? Жанна д'Арк — это не рыцарь, Жанна д'Арк — это королева. Королева, возможно, даже король. Потому как она компилировала, соединяла желания всех других людей и направляла их в определенную сторону. Да? Она, конечно, участвовала тоже в боях, но скорее как символ, как человек, который вел за собой. То есть она выглядела как рыцарь, да, но по сути была либо королевой, либо королем. Это они умеют направлять желания других людей. Причем Жанна д'Арк была скорее королевой жезлов. Королевой жезлов, либо королем жезлов. Почему? Потому как это желания людей были направлены в определенное русло. Причем там политическое такое русло, хотя там может быть смешение еще и с, скажем так, с водными картами, с кубками, просто потому что тема была религиозная. Хотя война — это дело скорее... Война — это дело политики. Хорошо. Так, еще там какие вопросы? Рыцари — это продолжение истории от тузов. Да там одна история. По младшим арканам идет вот та самая история развития человеческой ситуации. Вы сегодня в самый пик полнолуния вещаете, это интересно. Ну, четверг. Я в четверг вещаю. К полнолунию я это не привязываю. Кстати, к рыцарю Пентаклей софтово. Спасибо. Но у меня это ощущается скорее не как рыцарь Пентаклей. Да, у меня это ощущается скорее как рыцарь мечей. Потому как у меня теперь больше возможности что-то успевать где-то делать. Да? Потому что рыцарь Пентаклей, он с помощью автомобиля, он бы зарабатывал. Ну вот, а я на автомобиле не зарабатываю, я пытаюсь на автомобиле успеть все свои дела сделать в определенном порядке, да, сократить как-то, ну, действовать по-умному. Вот. Заехать и в магазин, и за ребенком, и что-то такое, вот, ну, успеть просто быстрее, вовремя впихнуться в свой рабочий режим. Поэтому это скорее мечи. Так. Добрый вечер, Роман. Я творческая личность, и с киноактерами мне намного понятнее. Да, но всем с киноактерами понятнее, потому как в кино мы прям чувствуем вот этого персонажа. В кино персонажи, они такие более живые, более объемные, более яркие. Да? И если бы в кино показывали реализм как в жизни, было бы не так интересно, было бы несколько более скучно. В жизни все оно так более серое. В кино более яркое, поэтому проще. Я по знаку зодиака Козерог, теперь понятно, почему всегда импонировал Портос. Так Портос, он такой вот, он козерожистый очень, да, он земной по характеру. Ильбастон по-итальянски палка. Ну вот, Ольга, спасибо. Вот Ольга нам. Да, жезлы, палки, короче. Вот. Я в итальянском не очень. В детстве учил в школе, но так. Хорошо, значит, что у нас получается по рыцарям Пентаклей в раскладах? В раскладах у нас получается следующая ситуация. Как правило, эта карта показывает человека неторопливого. Чаще всего он такой медленный, основательно думает, действует. Эта карта говорит о том, что человек будет действовать, скорее всего. Но действует так, с оглядкой. С аккуратностью, с осторожностью, с мыслью о том, а что это мне даст, заработаю ли я на этом денег, а что мне за это будет, а какая мне с этого будет польза. То есть, в принципе, это человек, который делает что-то не для чего-то, не ради чего-то, а по какой-то причине. Почему? Сейчас поясню. Смотрите, у нас есть две стихии. Основные активные и две стихии, основные пассивные. Активные стихии — это огонь и воздух, да, жезлы и мечи. И тут, если вы видите, вот эти самые рыцари скачут во весь опор.
что огненный рыцарь, что воздушный рыцарь. На рыжем коне и на белом коне они скачут, они активничают, они что-то хотят, они что-то пытаются сделать и добиваются этого. Включают активность. А вот рыцари кубков и рыцарь земли, они пассивны. Они действуют не с какой-то целью, они действуют из-за чего-то, почему-то. Потому что пассивная стихия, воздух, вернее земля и вода, они действуют под влиянием обстоятельств. Они действуют почему-то. Когда вам человек задает вопрос в раскладе, да, почему этот мужчина так себя со мной ведет, да, так нагло, так чрезмерно смело, да, слишком приставуче. Почему он так себя ведет? Ответ очень простой. Характер у него такой, да? А вот зачем он себя ведет? Вот это уже немного меняет вопрос. Понимаете? Вот если мы сравниваем земную стихию, да, землю с огнем, рыцарь Пентаклей ведет себя почему-то, потому что у него сложилась такая ситуация, и он пытается понять, как ему нужно действовать. Он не торопится, он пытается оценить ситуацию и действовать из той ситуации, в которой он находится, так, чтобы потерять меньше, а приобрести больше. То есть, так можно сказать, расчетливо, прагматично. Вот. Но действует он исходя из ситуации. А вот рыцарь жезлов, у него есть некое желание. И желание, которое заставляет человека действовать, как правило, неосуществленное еще. Если какое-то желание мы осуществляем, оно на нас уже не оказывает никакого влияния. Поэтому рыцари жезлов, они действуют исходя из того желания, которое они хотят осуществить. То есть они действуют уже зачем-то. Действуют с какой-то целью. Потому что хотят чего-то добиться. И вот тот вопрос, который звучит, почему мужчина так себя со мной ведет? Во-первых, потому что у него такой характер. Родители его так воспитали, жизнь его так вылепила. В генах у него заложен такой вот тип поведения, поэтому он себя так ведет. А вот зачем он себя так ведет, это мы уже рассматриваем цели, которые преследует мужчина. Чтобы жениться, чтобы переспать, чтобы заработать денег, чтобы просто пообщаться. Там могут быть различные причины, какие угодно. Вот. И в частности, активные рыцари, они себя ведут с какой-то целью, зачем-то. А они могут это делать осознанно, могут делать это неосознанно. Они могут осознавать свои желания и свои мысли, могут не осознавать свои желания и свои мысли. Но действуют они как бы глядя вперед. А вот рыцарь земли и рыцарь воды, кубков, да, они действуют почему-то, исходя из сложившейся сейчас в данный момент ситуации. Ситуация их подталкивает что-то делать. Поэтому можно сказать, что рыцарь кубков, водные люди, они менее активны. Рыцари земли, пентаклей, тоже менее активны. Поэтому от них действий ожидать не стоит в той же мере, в которой стоит ожидать действий от воздуха и земли. Уэйт это очень хорошо отобразил в картах. Мы прям визуально видим, что рыцарь кубков и рыцарь земли, они никуда особо не торопятся, они как бы чуть-чуть сзади, чуть-чуть опаздывают, да, их как бы подталкивает ситуация. А вот рыцарь жезлов и рыцарь мечей, они скачут вперед, они уже как бы впереди, они уже как бы вот хотят, скорее. Вот. Вот такие дела пироги. Вам будет проще еще смотреть, понимать, если мы будем видеть, что направлены они еще как бы в разные стороны. Да? Скачут они тоже в разные стороны. Это уже для вас загадка, решайте почему, зачем и как. Я для себя пока этот вопрос не ставил, пока у меня такой необходимости нет. Но это явно тоже намек. Вот. Как-то так. В общем и целом мы с вами обозначили две стихии, активная и пассивная, да. Воздух и огонь, это само собой активная, и земля, вода пассивная. Рыцарь жезлов
действует с какой-то целью. Он чего-то хочет. Ему чего-то хочется. Почему? Потому что человек это активный. Активный по своему характеру. Активный он не потому, что его заставляет ситуация, а потому, что ему уже начинает хотеться что-то делать. Рыцарь мечей действует, исходя из какого-то знания. Он что-то знает. Он может сложить 2 плюс 2, да, это, как правило, логики, как правило, такие осторожные, аккуратные люди, но когда нужно действовать, они действуют активно. Действуют, исходя из того, что они знают. Вот сообразительные такие товарищи, хитроумные, можно сказать. Атоса тоже можно назвать таким хитроумным товарищем, только он еще был благородным, да, и вот это правильное качество рыцарей мечей. Вот, ну, а Атос, вернее, Арамис, если мы помним, да, он такой был ленивый чуть-чуть. Ой, я сегодня не хочу, я вот это надо, не надо, да. Единственное, что могло его заставить двигаться как-то, это какой-то духовный, душевный интерес, да, это либо какие-то религиозные дела, либо дела любовные, что по сути является смыслом нашей религии, любовь ко всем существам на земле, да, у мужчины, как у плотского существа, выражено все это в любви к женщине, поэтому Арамис у нас такой как бы бабник, да, ну вот, вот и все, вот почему они действуют, и, скажем так, рыцарь кубков это эмоциональный человек, эмпат. Он чувствует женщину, либо мужчину, поэтому действует, исходя из своего эмоционального состояния. Какое настроение сегодня, так действовать и буду. Если грустно, буду грустить. Если весело, буду веселиться. Вот. Но теперь мы с вами... Так, а что тут у нас вопрос? У рыцаря жезлов нога почти дотрагивает землю. Что это значит, что он самый быстрый? Нет, ну это так нарисовано просто. Это вы уже совсем тут как-то слишком много значения придаете мелочам. Тут тоже перебарщивать не стоит. Есть символика, да, вот допустим в рыцаре земли явно выраженная символика земли такого обыденного труда. Да? Да и конь тут тоже такой, больше похожий на тяглого коня, на работягу такого, да. Тут более такие динамичные, быстрые лошади. Вот. Мелочи, конечно, имеют значение, но уже прям, ну а куда тут ногу? Ему так... Если вы хоть раз видели, как сидит всадник на лошади, которая встает на дыбы, то вы бы поняли, что рисовать его нужно именно так, чтобы это было естественно. Поэтому у него так нога-то вытянута. Вот. Вот так, значит, если с кубком сразу бабник. Нет, если с кубком, значит эмоциональный человек. А бабники очень часто эмоциональные люди. Рыцарь жезлов не самый быстрый, он самый тот, который готов повернуть коня в противоположном направлении. Ну, не знаю, не думал на эту тему. Они динамичные, да, но динамичные, в принципе, и рыцарь мечей тоже. Если меняется информация, рыцарь мечей тоже очень быстро меняет направление движения. А рыцарь жезлов меняет направление движения, исходя из собственного желания. А вот желания в людях меняются быстро. Да? Вот это вот та самая динамика огня, динамика желаний, вот она в рыцарях выражена сильнее всего. Что у нас еще по рыцарям? Какая разница рыцарей и пажей? Все очень просто. Пажи зависят от ситуации максимально. В принципе, я большую часть этого уже рассказывал в пажах, но как бы на примере рыцаря, может быть, будет чуть более объемнее, чуть более понятней. Пажи — это слуги рыцарей. Да? В принципе, паж, он же оруженосец, помогал, прислуживал этому самому рыцарю от того, что дело рыцаря сложное. Ему нужно и воевать, и командовать другими людьми, потому что в обозе рыцаря, да, там много кто едет. Почему? Потому что рыцарь — это человек воинской, скажем так, это воинская элита. Это не просто какой-то солдафон. Это рыцарь. Это человек с прислужниками, с целой свитой,
со своими подданными, которые помогают ему воевать. Поэтому можно сказать, что это такое среднее звено. Это еще как бы работяга, но он уже мастер участка, понимаете? Вот. Если сравнивать с королями, короли не воевали. Короли отдавали приказания. Воевали рыцари, в принципе. Но при всем этом рыцари отдавали приказания своим пажам, своим слугам. А вот пажам отдавать приказания некому, только самому себе. Поэтому можно считать, что паж — это человек полностью зависимый от ситуации, который выполняет приказы, которые ему отдают и король, и королева, и рыцарь. А вот рыцарь уже имеет определенную степень свободы. Он, конечно, тоже выполняет приказы короля, да, и выполняет приказы королевы. Но тогда можно спросить, а в чем же разница между пажом и рыцарем, если они оба выполняют приказы? Дело в том, что рыцарь имеет степень свободы. Он может решать, как именно ему выполнять приказ. Поэтому, скажем так, воевать ему нужно, делать ему что-то нужно. В принципе, рыцарями-то и воевали раньше эти самые короли. Они заставляли этих рыцарей ехать на войну и воевать с тем, с кем нужно было воевать королю. Изначально короли тоже выходили в строй, да, тоже воевали, но потом это мало-помалу сошло на нет, да. И, в принципе, вот к тому времени, когда Уэйд рисовал эту колоду, уже четко и ясно было, что королям нечего лезть на линию фронта, им нужно как бы командовать всем этим делом. Вот. И вообще, в принципе, королям лезть вперед было опасно. И было не так уж и нужно, потому как если погибал король, да, то, скорее всего, вся битва могла быть проиграна, даже если до этого дела у этой партии шли хорошо. Поэтому королям нужно было бы, конечно, находиться в тылах, командовать, видеть целиком всю ситуацию и отдавать приказы. А вот рыцари уже воевали. Вот. Причем воевать они могли как угодно. Хочу таким оружием воюю, хочу таким оружием. Хочу такой доспех одеваю, а хочу сякой доспех одеваю. Да, то есть они вольны в выборе действия. Но с кем воевать, отдает приказание король. А вот пажу выбирать не приходится. Рыцарь ему сказал, так вот, одевай цвета моей семьи, и все, теперь ты будешь мне служить. И как бы паж даже выбрать себе форму одежды не может. Потому что он должен ходить в одежде форменной. В одежде домов вот этого самого рыцаря. А вот рыцарь уже может выбирать себе, там, хочу так, хочу это. То есть рыцарь может действовать так, как ему заблагорассудится в рамках того задания, которое ему дали. На что это похоже? Ну вот в нашей жизни, допустим, да. Водитель. Пусть у нас это будет человек, который водит, крутит баранку, да. Вот это у нас водитель такси. Ой, вернее, водитель автобуса. Он ездит по строго установленному маршруту. У пажа Пентаклей нет выбора. Ему нужно быть в точное время на остановке, ему нужно ехать по точно проверенному маршруту, ему нужно соответствовать всем требованиям, никуда не денешься. Просто крутишь баранку, просто тупо делаешь ту работу, которую тебе поручили. Даже если ты видишь, что в час пик у тебя вся полоса перекрыта, и ты можешь там дворами как-то выехать, сократить путь по времени, да, у пажа такой возможности нет. Он должен ехать строго по маршруту. Сказано алюминий, значит алюминий. Все, копать отсюда и до обеда. А вот рыцарь Пентаклей — это водитель такси. У него как бы тоже нет особо выбора. Вот сидят пассажиры, да, на заднем сиденье. Муж с женой, допустим. И говорят, нам нужно в аэропорт. Значит, у него особо выбора нет. Вот пассажиры, вот аэропорт. Все понятно, четко, ясно. Выполняй. Но он может выбирать маршрут. Он может ехать самым быстрым маршрутом, самым удобным маршрутом, в зависимости от обстоятельств. Если это ночь, да, он может самым коротким. Если это день, час пик, то он может ехать самым выгодным, каким-то, пусть витиеватым маршрутом, но в обход пробок. В общем, он уже понимает, как доехать из пункта А в пункт Б, так как ему это кажется правильным в данной ситуации. Вот в этой ситуации
рыцарь. Что пентаклей, что жезлов, что мечей, что кубков — это человек, который понимает: ага, мне вот сказали, что надо делать, а вот как это делать, я уже решаю сам. Вот, допустим, простой пример. Вы, как женщина, объявляете своему мужчине, что я хочу в ресторан. Вот. Причем он становится пажом, когда вы ему сообщаете: в ресторан я хочу в четверг в 19:00, допустим, да, и ресторан там какой-нибудь японской кухни. Все. И мужчина у вас паж. Он должен выполнять роль пажа. Это ему может не очень нравиться, а может и нравится. Все зависит от мужчины, да? Все зависит от того, как вы заинтересуете его. Все зависит от той награды, которую получит мужчина. И в данном случае я чуть-чуть позже рассмотрю, чем можно заинтересовать разных рыцарей. Да? Рыцаря пентаклей, рыцаря жезлов. Но пока вы ему все четко обозначили, что, как, где делать, да, он паш. Но когда вы ему просто говорите: дорогой, я хочу в ресторан, давай в четверг вечером сходим в какой-нибудь ресторан. Вот когда вы говорите в какой-нибудь, вы автоматически переводите мужчину из ранга пажей в ранг рыцарей. Он уже проявляет инициативу. Поехали туда, поехали сюда, я тебя завезу в самый лучший ресторан, либо давай вот лучше в Макдональдс зайдем, да, то есть такой уже рыцарь, исходя из своих желаний, из своего мировоззрения, да, из своих принципов, он уже там что-то решает, да, он уже решает, в какой именно ресторан вас вести. Вот, если вы даете ему свободу действий, тогда вы переводите его из пажей в рыцари. Вот и все. Теперь такой вопрос. Мужчины и женщины. Где мужчины, где женщины? Неважно. В картах Таро и в нашем с вами обществе пол уже не так важен, как он был важен раньше. Дело в том, что если женщина ведет себя активно, она ведет себя как мужчина. Она ведет себя как король, она ведет себя как рыцарь. Но если женщина не хочет быть такой вот сильной женщиной, а предпочитает сидеть и ждать у моря погоды, да, либо соглашаться с тем, что ей предлагает мужчина, тогда она выполняет роль пажа, либо роль королевы. Ну, опять же, все зависит от того, как повезет отдельно взятой женщине, да, с отдельно взятым мужчиной. Вот как-то так. Поэтому можно сказать, что рыцари — это активные люди. Вот. И короли тоже активные люди. Почему? Потому что в картах Таро используется гендерный принцип. Мужские персонажи активны, женские персонажи пассивны. Вот и все. Поэтому, если вам, конечно, удобно гадать по цыганскому типу, тогда можете просто считать, что вот у нас сколько? 75% придворных карт — это мужчины, да? А 25% придворных карт — это женщины. Какой-то перевес. Обычно бывает 50-50. 50 на 50. Но если мы рассматриваем основной принцип, по которому Уэйт рисовал эти карты, то тут у нас виден принцип активности и пассивности. Опять же, если мы рассматриваем это с точки зрения средневековья, как это рассматривал и Уэйт, от того, что он был, он хорошо понимал историю, хорошо знал, он был всесторонне образованным человеком, начитанным, скажем так. Опять же, он вырос в среде английских элит, а там вот с этим принципом в то время еще были хорошо знакомы. Они и сейчас хорошо знакомы, нам это не очень понятно, но для них вот такая иерархия подчинения очень-очень хорошо была понятна. Вот. Можете посмотреть «Аббатство Даунтон», да, там в легкой манере, конечно, очень поверхностной, но тем не менее общие принципы представлены. Кто слуга, а кто главный. Да? Поэтому можно сказать, что все рыцари — это активные люди. Но, и неважно, мужчина, женщина, да. Можно, конечно, рассматривать их как по возрасту еще, да. В семье я говорил на прошлой лекции, что пажи могут рассматриваться как младшие дети, которые просто делают то, что им сказали.
Сказано, там, иди ложись спать, иди мойся, да, иди убери у себя в комнате, он выполняет. Подростки, это те, которые имеют уже какую-то свою личную свободу, уже начинают выпендриваться, уже начинают как-то там голову поднимать, да, я так не хочу, я хочу вот так вот, я не хочу розовый рюкзак, да, я хочу рюкзак в квадратике, я не хочу вот эту скучную школьную форму, я хочу модные джинсы красивые, да, вот это уже рыцари, они уже хотят что-то по-своему. Ну и, соответственно, королева и король это жена и муж, вот, может быть такая семья, об этом мы уже с вами говорили. Теперь давайте посмотрим, как у нас... исходя из чего действуют разные рыцари, разных стихий. Земля. Если вы помните Портоса, он был заинтересован в чем? Поесть, попить, подраться, ну, какие-то физические ощущения. Вот. Опять же, был заинтересован в том, чтобы разбогатеть как-то. Финансы, деньги, это тоже для него было важно. Он тоже хотел стать бароном, да, богатым. Вот. Действуют вот они, собственно, исходя из меркантильных побуждений. Такие. Что такое меркантильное побуждение? Во-первых, все, что связано с финансами, может их касаться, может их интересовать. Все, что связано с извлечением выгоды материальной. Это может быть не только и не столько финансы, сколько и недвижимость. Рыцари Пентакли, кстати, хороши в... как сказать, в поддержании стабильного состояния какой-то собственности, да? Они хорошо чувствуют материал, стихию земли, они хорошо чинят, они хорошо делают ремонты, они хорошо строят, они вообще такие рукастые товарищи. Они знают цену физическому труду. Вот, для них это важно. Для них важно то, что можно взять в руки, поддержать некий итог, результат работы. Да? То, что ты там где-то в ресторане красиво пел, как певец, это одно. Это, ну, разве это работа, как бы и я так могу. Но когда рыцарь Пентаклей видит зарплату вот этого певца в ресторане и понимает, что я бы, наверное, так не смог столько денег заработать, просто раскрывая рот, как кажется рыцарю Пентаклей, тогда он начинает понимать, что любая работа, которая приносит какую-то выгоду, она, ну, является какой-то такой серьезной, достойной внимания, скажем так. Вот рыцари Пентакли, они, с одной стороны, могут понять стоимость работы, если они видят результат. С другой стороны, если они видят затраченные усилия. То есть в одном и в другом случае это ресурс. Да? Либо затраченный ресурс на эту работу, либо полученный итог. Вот как чувствуют ситуацию рыцари. В плане работы это люди, которых легко заинтересовать высокой зарплатой. Они двужильные, они могут работать, они не особо, как это сказать, не изнеженные, не неженки такие. Они любят, умеют работать. Но они ценят затраченные усилия, ценят себя, ценят уважение, иерархию, ценят все то, что ценится в материальном мире. Ощущают. Поэтому как бы ценят комфорт и качество. Комфорт и качество это опять же ощущения такие скорее материальные. Хорошо. Двигаемся дальше. В отношениях рыцарь Пентакли это человек, который направлен на получение ощущений. Это чувственный человек, но когда речь идет о физических чувствах, да, то есть цвет, свет, запах, тактильные ощущения, ему должно быть мягко приятно, он заинтересован в физическом контакте. Это мужчина, который, может быть, не будет многословным, но отдаст предпочтение объятиям. Может быть, молча, но обнимет, пожалеет. То есть, ну, такой человек, скорее, тактильный человек. Если вы хотите успокоить такого человека, его нужно обнять. Вот. Ясно. Заинтересован он в сексе как в методе
получения физического удовольствия. Секс для него это не столько романтика, сколько приятные физические ощущения. Вот. Они достаточно традиционны. Имеют привычки определенные. И вот с этих привычек их спихнуть очень сложно. Скажем так, это люди, которые делают что-то определенным способом, привычным способом. Да? Перевести его на какой-то новый режим дня будет очень сложно. Заставить его делать что-то по-новому будет очень сложно. Вот. Но если это ему нравится больше, чем предыдущий опыт, он с охотой перейдет к чему-то более приятному, к чему-то более выгодному, к чему-то более удобному, скажем так. Вот. Надо сказать, что в польском языке, да, вот мне нравится, есть слово, которое звучит как «выгодно». Выгодно, да? Это по-польски значит «удобно». Ну и в принципе, да, удобно и выгодно. Это такие очень-очень близкие понятия. И то отображает в себе рыцарь Пентаклей. В перевернутом положении это не негативный рыцарь Пентаклей. Это то же самое. Человек привычки. Инерционный человек. Его сложно спихнуть с места, сдвинуть с места, заставить что-то делать, если он не хочет. Он упрямый человек. Это человек, заинтересованный в финансах. Человек, который считает каждую копейку. Да? Можно сказать, что он не столько жадный, сколько прижимистый. Вот. Но в хорошем положении он не жадный, он домовитый. Да? Он все в дом несет. В общем, скажем так, тут все так достаточно по-земному. Если вы хорошо чувствуете стихии, никаких проблем в характеристике персонажа у вас не возникнет. Прямой рыцарь — это все положительные стихии Земли. Это все положительные черты стихии Земли. В перевернутом — это минусы Земли. Упрямство, излишний традиционализм, косноязычие. То есть, ну, вот такое все, скажем так, не очень приятное для людей, которые хотят динамики. Но очень удобное для людей, которые хотят спокойствия, комфорта и какой-то уверенности в стабильном партнере. Потому как рыцарь Пентаклей, если и меняют партнера, то только на какого-то гораздо более удобного, скажем так, на гораздо более привлекательного, скажем так, для него лично. Можно сказать, что рыцарь Пентаклей консерваторы? Тут вопрос из чатика. Да, можно сказать. Они такие, ну, опять же, вы же понимаете, что консерваторы — это не только плохо, но и хорошо. И не только хорошо, но и плохо, да, то есть это не плохо и не хорошо. Это люди, которые ценят то, что уже имеют, и не особо спешат с этим расставаться. От того, что, ну, зачем с этим расставаться, если оно удобное, да, если деды и прадеды так делали, зачем нам что-то менять? Вопрос в том, правильно действуют рыцари Пентакли или нет, это вопрос в том, консерватизм это хорошо или плохо. Все зависит от вашей точки зрения. Почему у рыцаря Пентакли конь черный с красной сбруей? Ну, потому что это символика материального мира. Раз уж пошли вопросы по цвету лошадей, смотрите, идет разделение очень, очень простое. Сейчас я вам выведу всех рыцарей. Рыцарь кубков, белый конь, рыцарь Пентаклей, черный конь. Разделение идет очень простое. Черное — это традиционно что-то низменное, материальное, приземленное, такое грубовато-материальное, скажем так. А белый — это правильные эмоции, правильная любовь, направленная к Богу, к чему-то возвышенному, к чему-то такому вот неосязаемому, нематериальному, скажем так. Ну и можно сказать, что темный цвет больше подходит стихии Земли от того, что он более отчетливо виден. Светлый он такой, он как бы он то ли есть, то ли нет, да, вот прозрачный как воздух. Пентакли, материю легко прочувствовать, это физическое тело, то, что очевидно видно сразу, да. А вот эмоции — это то, что
ты чувствовать чувствуешь, но вот оформить ты не можешь. Я вроде что-то чувствую, а что это? Это не видно. Это во мне где-то внутри спрятано, его не видно. Поэтому такое. Ну, вот как-то так. Ну и символика кубков, она подразумевает, что человек должен руководствоваться стремлением к духовному, к чему-то незримому. Мечи и жезлы тут очень просто. Рыжий конь — это символика огня, страсти, желаний человека. Огненная страсть, огненные желания, да, из искры возгорится пламя. Во мне бушуют там страсти. Это вот все, это вот такой вот рыжий, агрессивно настроенный. Ну, не то что агрессивно, скорее активно настроенный характер. И светлый конь у воздуха — это символ достоверности информации. Воздух должен быть чистым. Воздух должен быть прозрачным для взгляда. Информация, которая передается, должна быть достоверной. Твои действия, как рыцаря мечей, должны быть честными, искренними. Как у настоящего, воина, да? Потому что мечи — это символ воинской элиты, опять же, данного слова, слова чести. И вот это вот все. Поэтому такое. Поэтому у нас считается, что земля и огонь — это такие стихии, как бы ближе к материальному миру, к телу человека, а вот, то есть, собственно, физическое тело и его страсти, его желания. А вот его мысли, помыслы и эмоции, они должны быть возвышенными, светлыми, где-то там, вот невидимыми за облаками, приобщаться к Богу. В общем и целом как-то так. Я понимаю, что звучит это как-то вроде бы притянуто за уши, но в картах Таро вот на этих ощущениях, на похожести, на подобии и построено очень много соответствий. Это вообще, это принцип Таро. Подобности и подобие и соответствие. Вот как-то так. Что символически означает конь? Символически конь, это активность. Это наше активное желание что-то делать. Умение — это наше врожденное животное качество. Если я подняла на уши всю семью для составления родового древа, я рыцарь жезлов? Нет, рыцарь жезлов, он сам составляет это родовое древо. Если вы подняли всю семью на уши, вы либо король, либо королева. Потому что вот король и королева направляют усилия других людей на благо себе. На то, в чем заинтересованы лично они. Вот, как-то так. Лошадь — это символ самой стихии, рыцари прямо управляют стихиями своими, рыцарь Пентаклей — стихия земли, конь черный на горизонте и вспаханное поле. Да, все верно. Как-то так. Рыцарь Пентаклей может сам сделать работу, чтобы сэкономить ресурс. Так рыцари и делают работу. Они не всю работу сами делают, но они являются самыми активными, самыми толковыми, самыми результативными участниками акции. Они всю работу и делают. Пажи им помогают, им прислуживают. А королева с королем ими командуют. Поэтому, когда вы видите человека, который работает, и ему нравится его работа, и он пытается сделать больше, вы видите рыцаря. А когда вы видите человека, который страдает из-за того, что его заставили что-то делать, да, это, скорее всего, паж. Вот как-то так. Рыцарь Пентакли может сам сделать работу, чтобы сэкономить ресурсы. Например, сам помыть машину, а не везти ее на мойку. Ну, все зависит от количества финансов. Чтобы сэкономить, да, но это скорее паж. Потому что паж, он зависим от ситуации. Рыцари Пентаклей, они любят удобство и комфорт. И тут все зависит от того, насколько они ценят свои усилия. Рыцарь Пентаклей может посчитать, что те 2 часа, которые я намываю машину, да, я могу денег заработать больше. Вот, или отдохнуть хорошо. Вот. И если у него хватает денег, либо его работа стоит хорошей зарплаты, тогда он предпочтет перепоручить работу пажам, которые берут за это дело гораздо меньше денег, чем он зарабатывает в час. Вот и все. Тут, опять же, трезвый расчет. Дело в том, что когда он имеет такой выбор, он рыцарь.
То есть, если захочет, он может помыть. Но если не хочет, он может отдать машину помыть пажу, вот, а сам делать какие-то там свои более важные дела. Вот. Можно сказать, что рыцарь на привале может развести огонь и пожарить себе мясо, если он проголодался. Но зачем, если есть слуги? А он лучше займется чем-то более важным, да, какой-нибудь беседой с мимо проезжающей дамой Пентаклей. Но вот это все-таки более рыцарское дело. А суетятся пусть слуги. Так, к сожалению, ухожу. Завтра посмотрю записи, благодарю. Запись будет завтра, да, с утра. Могут ли женщины и девушки быть рыцарями? Да, я уже говорил, что символика придворных карт — это активность. А в наше время женщины бывают очень активны, поэтому очень часто могут выполнять роль рыцаря. Особенно вот где-нибудь на работе. Да? Легко. Вот, как-то так. Королевой или королем надо быть, чтобы заставить мужа перерасти из пажа в рыцаря в быту? От пажа зависит. От того, есть ли у него желание взять на себя эту инициативу. Правильный паж уже чувствует, что, наверное, можно как-то и инициативу проявить, да? Муж же может сам помыть посуду, проявить инициативу, да, чтобы сделать жене приятное. Вот. Но не факт, что он хочет это. Может, но не факт, что хочет. Хорошо. Давайте теперь посмотрим рыцарь жезлов. Кто такие рыцари жезлов? Товарищи, которые действуют исходя из своих желаний. И вот они такие, они скорее страстные, динамичные, а им проще что-то сделать, чем чего-то ждать. Это, знаете, те люди, которые... Ну вот вы испытываете внутри чувство пажа жезлов, когда стоите на остановке и думаете, так, стоять, ждать автобуса 10 минут, идти до следующей остановки 5 минут. Пока я приду, автобус будет уже ближе, да? Все лучше, чем стоять и ждать. Вот рыцари жезлов, они такие. Им гораздо проще самому что-то сделать, да, как-то пошевелить ситуацию, которая не шевелится. Потыкать вот этой палочкой, да, чтобы проверить, ты там живой, нет? Алло, вставай, давай. Вот, как-то так. Сидеть и ждать — это не их прерогатива. Это прерогатива скорее рыцаря Пентаклей. Почему? Потому что рыцарь Пентаклей, он ценит ресурс. Он ценит свои силы, он ценит свое время. Зачем я буду стараться, если как бы в этом нет смысла? Зачем я буду тратить силы, если можно не тратить силы? Почему? Потому что рыцарь Пентаклей черпает силы как раз в том ресурсе, который у него уже есть. Это пассивная стихия. А активная стихия работает чуть-чуть не так. Ресурс рыцаря жезлов появляется из его активности. То есть он лучше себя чувствует, если он что-то делает. Когда он сидит и ждет, ему плохо, ему грустно, ему скучно. Как это так сидеть и ждать? Вот. Вот как-то так, и все. Ему проще пойти и сделать, чем ждать, пока придет тот, кто сможет эту работу сделать. Вот был вопрос про рыцаря Пентаклей, который помоет машину. Да? Вот если мы спрашиваем про помоет машину у рыцаря жезлов, рыцарь жезлов может поручить пажу помыть машину, если у него есть какое-то другое, более интересное занятие. То занятие, которое ему хочется сделать, то занятие, каким ему хочется заняться, да, гораздо сильнее, чем мыть машину. Но если делать нечего, можно просто сидеть и смотреть, как паж моет твою машину, то рыцарь жезлов не будет сидеть. Он вскочит, скажет, так, дай сюда тряпку, ты все делаешь не так, да, и сам начнет активно мыть. Ему проще самому включиться в процесс, чем ничего не делать. Просто потому, что, огонь, он постоянно движется, он постоянно чего-то хочет. Таким людям им постоянно что-то хочется. Это активные, динамичные люди, которые вам предлагают что-то. Им все время что-то хочется, и они вас на что-то провоцируют. Давай сходим в ресторан, давай сделаем то, давай сделаем все, давай съездим в кино. Давай там навестим твою маму, мою маму, его маму, чью угодно маму, только давай что-нибудь сделаем.
давай, что-то так, ну, нам уже нечего тут делать, давай идем в другую ситуацию, где будет чем заняться. Вот такие вот непоседливые люди, которым все время чего-то хочется. С одной стороны, вот тут сказали, что он в любой момент может повернуть лошадь в другую сторону. Да, может, просто потому что желания в человеке меняются быстро, динамично. Вот, поэтому человек как-то так и тоже может действовать динамично, исходя из тех желаний, которые в нем просыпаются и куда-то шевелятся. Да? Куда эти желания шевелятся, туда и сам этот рыцарь скачет, шевелит своего вот этого самого коня. Ну, в общем, шевелится или нет, рыцари жезлов, они должны шевелиться. Если вы видите жезл, да, такой вот фаллический образ, привет Фрейду, да, если вы видите, что жезл есть, да, значит, значит, что-то хочет. Ну вот, это вы так рады меня видеть, или это у вас ключ в кармане так торчит, да? Это ключ от храма, да, дочь моя. Вот как-то так. В общем, жезлы — это желание. И человек, у которого душа горит, ему надо, хочется. Вот когда говорят «душа горит», это значит «хочется». Вот такие вот люди. В чем минус? Минус в том, что им постоянно что-то хочется. Перевернутый рыцарь жезлов — это не человек, которому ничего не хочется. Это человек, которому хочется чего-то, и он вам прям спать не дает. И он, ну, беспокоит вас. Человек, который сидит как на иголках от того, что он не может что-то сделать, да, это вот, ну вот когда вы сидите в поезде, вы собираетесь ехать в какое-то путешествие приятное, до отправления поезда еще 15 минут, а вы уже, поехали, уже все, делать нечего, мы уже и чемоданы разложили, и как бы и чаю выпили, да, и то, и все сделали, и вот, ну, когда мы уже поедем, ну что ж. А вот когда все едет, когда ситуация меняется, тогда им интересно, уже что-то происходит. До тех пор, пока не надоест. В общем, это люди не всегда постоянные, к сожалению. Люди динамичные, в этом и есть их минус. В непостоянстве, в переменчивости, потому как все зависит от желания. Хочется — буду делать, не хочется — не буду. Но они уже могут управлять другими людьми. У них уже есть этот навык. Они хорошо обращаются со своими собственными желаниями. Иногда, конечно, желания берут над ними верх. Тогда это перевернутый рыцарь жезлов. Человек осознанно понимает, что да, мне хочется сейчас делать что-то, я буду делать это что-то, неважно, нравится вам это или нет. Прямой рыцарь жезлов, он управляет своими желаниями и делает то, что он хочет, более аккуратно, целенаправленно, осторожно и результативно, скажем так. Вот. Кто такие пажи жезлов по сравнению с рыцарями? Вот они не могут еще толком управиться с этим своим желанием. Хорошо, если это желание у них вовремя, да? Но в общем и целом рыцари могут приказывать пажам, чего там им нужно хотеть, а чего хотеть не нужно. Вот. Управлять желаниями других людей у них уже появляется навык. Это вот те первые зачатки, когда вы говорите своему мужчине: давай сегодня съездим в ресторан. Ну, вы знаете, что он и так послушается. Но он любит, допустим, какую-то немецкую кухню, а вы любите, допустим, какую-то азиатскую кухню. И вот когда вы начинаете его потихонечку уговаривать, да, ну пожалуйста, но ты же хочешь сделать мне приятное. Вот это мало-помалу в вас начинает просыпаться рыцарь жезлов, когда вы начинаете управлять желаниями не только своими, но и других людей. Вот. В перевернутом положении рыцари чрезмерно активно пытаются управлять желаниями других людей, и, соответственно, это сразу бросается в глаза. Вы сразу видите, что вас уговаривают. Вот. Причем по жезлам там идут именно уговоры, убеждения. Убеждения такие, чтобы заставить вас захотеть сделать то, что хочет рыцарь. Да? То есть заинтересовать как-то, чтобы у вас появилось такое же желание. Вот. Рыцарь мечей. Так, что у нас там? Если рыцарь захочет признания, то сам помоет машину. Ну, может быть, не знаю. Причем тут признание? Направление коней имеет какое-то значение. Например, я уже об этом говорил. Особо я не вдавался, да.
явно есть какое-то значение, но на практике я это не использую, просто потому что хватает других средств. Вот, ну да, активная стихия скачет влево, пассивная скачет вправо. Вот. В раскладах там, ну, в зависимости от того, используете вы, скажем так, используете вы перевернутое значение карт, либо не используете, зависит от того, куда будут смотреть эти самые рыцари, куда они будут скакать. Можно по раскладу будет сказать, что вот, рыцарь скачет от человека, значит, он не хочет с этим человеком находиться рядом, а вот тут он скачет к человеку, значит, он хочет находиться с этим человеком рядом. Ну, это такая цыганщина, как бы, да, но временами она работает, временами, как бы, подсознание вспоминает об этом и подталкивает, а вот что вот сейчас это будет иметь значение. И иногда можно, да, но прям такого значения я этому не придаю, поэтому особо на этом внимание-то и не заостряю. Вот для Оксаны знаю, что для Оксаны Анатольевны я знаю, что это имеет значение. Она у нас такой человек традиционной закалки, да, она вот любит так, чтобы все было как это отчетливо, вот. А я такой человек более свободный, более какой-то разгильдяй, что ли, да. Поэтому у меня когда играет, а когда нет. Тут все от интуиции зависит. Я больше интуит, а вот Оксана у нас больше такой, даже я бы сказал, традиционалисток немного, да. Ну, в хорошем смысле, конечно. Рыцарь жезлов, байкер, экстремал из фильма «Призрачный гонщик». Ну, там есть, конечно, намек на это, да. Да, что-то есть такое. Ну, это образ. Ужас какой-то, ух уж эти жезлы. Да ну, нет. Скажем так, если вам не нравится какая-то стихия, значит у вас не конфликт. И где-то у вас там не сбалансировано ощущение этой стихии. Со своими желаниями тоже надо работать, их нужно прорабатывать. Вот у рыцаря жезлов это получается хорошо. Так. Что у нас еще? Рыцарь мечей, да? Рыцарь жезлов манипулирует. Нет. Рыцарь жезлов, он учится манипулировать. Он не то чтобы манипулирует, он, скажем так, он понимает, что у других людей тоже есть желания. Он разделяет желания свои и желания другого человека. У пажа жезлов нет своего желания. У него есть желание, которое ему приказали. У него есть одно только желание. У рыцаря есть вариации уже. Чужое желание, свое желание. Он как бы посредник между, да? Вот. А вот манипулирует королева жезлов. Потому как она должна отдавать приказы, но пока не может напрямую говорить о своих желаниях, поэтому оперирует желаниями других людей. Вот она такая очаровательная женщина, немного ведьма, да? И она умеет работать с желаниями других людей. Она манипулирует. А вот король, он просто говорит о своих желаниях так, что все другие тут же начинают хотеть то же самое, что ему нет нужды манипулировать. Он просто напрямую говорит, сообщает о своем желании. Царь трапезничать желает. И все тут же захотели есть. Ну, хочешь не хочешь, ты будешь хотеть есть, потому что царь трапезничать желает. Вот, а королева говорит, а не хотелось бы вам покушать, да, и вы понимаете, что да, наверное, действительно хотелось, очень уж вкусно она об этом сказала, да? Как-то так тонко, вовремя, ну вот. Рыцарь жезлов не манипулирует, он максимально проявляет инициативу, стремление реализоваться, да. Вот реализовывается он не только за счет своих желаний, но и за счет желаний, как бы, этих самых этих пажей, да, тоже. Буратино это рыцарь жезлов. Буратино это собирательный образ. Буратино это деревянный мальчик, это тело человека, да, скажем так. А Мальвина, Пьеро, Артемон и этот самый, кто там еще был? Мальвина, Пьеро, Артемон и Арлекин. Вот Арлекин это... Да где ж у нас там же было где-то, да? Вы так задали вопрос. Да, вот было. Смотрите, тут их 5, да? А стихи же 4.
Так вот, Буратино — это образ человека, который знакомится с этими 4 стихиями и пытается с ними сотрудничать, взаимодействовать и как-то жить, да? То есть, ну, договариваться, балансировать. И вот Арлекин — это огонь, Мальвина — это воздух, Артемон — это земля, а Пьеро — это вода. Почему? Потому что Арлекин, он не думает, он просто делает. Ему хочется, он делает. Он такой, ха-ха, хе-хе, такой, знаете, ну вот. Делаю и делаю. Я вот смеюсь, потому что смешно, и все. Артемон, он, как это? Он простой, как сапог, да, такой вот, как выполнить приказ. Ему сказали, он делает, он защитник, он покровитель. Он человек Земли, который чувствует ценность того, что он имеет, и защищает эту ценность. Он чувствует, что он принадлежит этой самой Мальвине, да, и он как бы согласен на это подчинение. Вот. Мальвина — это та, которая умная, учит, обучает и при этом заставляет что-то делать. Это мечи, воздух, символика элитных элит, да. Вот. А Артемон, он такой, как бы, деревенская деревенщина. Немножко, но исполнительный, смелый, и как бы ему сказали, и он делает. Вот. А вот Пьеро — это вот эти вот люди творчества, эти креативщики, да, они вечно в чем-то сомневаются, они ноют, что вот там, ну, в общем, творческие люди, да, которые думают о эмоциях. Ну, там эмоции такие, скорее, грустные у него, ну, меланхолик, что ж взять-то, да? Вот. Как-то так. Хорошо, вернемся назад, вы меня так оторвали чуть-чуть, но нормально. Рыцари мечей. Рыцари мечей, они разумны. И они не столько импульсивны, сколько нет, не энергичны, как бы вам так сказать, активны. Вот есть разница между энергичные и активные люди, да? Энергичные люди, они делают что-то просто потому, что, ну, вот в них энергия это навалом так и прет эта энергия, и они этой энергией со всеми другими делятся. Да, как это самое, у него этого гуталину завались, вот и шлет кому не попадя. Это рыцарь огня, рыцарь жезлов. А рыцарь мечей, он не энергичный, он активный. Активный почему? Потому что он человек действия. Акция, да, в переводе с латыни это действие, action. Английское, да, и вот это люди экшена, люди действия, люди, которые знают, что нужно делать. А знают они как? Головой соображают, они рассчитывают, они понимают, как это нужно делать, и они делают правильно. Вот это наиболее правильные рыцари. Потому что рыцари у нас активные, рыцари должны что-то делать, должны воевать, должны себя честно вести в соответствии с теми правилами, которые наложены вот на этих самых рыцарей. Поэтому, наверное, вам больше всего повезло, если мужчина представляет собой вот такого вот рыцаря мечей. Потому что он достаточно разумный, чтобы делать что-то правильно. Но это, скажем так, человек-силовик. Силовик, конечно, в переносном смысле. Я не имею в виду там ФСБ, КГБ и прочие эти вот русские заморочки, да, советские. Вот. Это человек, который привык действовать, исходя из необходимости действовать. Надо действовать, я делаю, да. Рассчитал, понял, как нужно делать, и делаешь. И вот если паш мечей — это человек, который знает, что нужно делать, то рыцарь мечей, он мало того, что знает, что нужно делать, он еще и знает, как нужно делать. Вот. То есть, если пажу мечей нужно сообщать, что вот, товарищи, мы делаем вот это, делать это нужно так. И паж мечей сможет сделать это правильно. Он достаточно умный, сообразительный, чтобы что-то сделать. Это, скажем так, младший какой-то компьютерщик, да, который пишет код. Ему сказали, пиши вот такой код, чтобы он работал. И он, окей, хорошо, слушаюсь, и пишет код, как он там себе работает. Как кассир сидит, и вот он знает определенность действий, и он делает все эти действия, он знает, как и что нужно делать. Вот, вовремя и быстро. А вот рыцарь мечей, он проявляет инициативу. Он может так сделать, а может сделать так.
Он может так код написать, а может код написать альтернативно чуть-чуть, да, чтобы этот код работал по-другому, но давал нужный результат. В общем, это люди более сообразительные, более динамичные именно в решении своих действий. Это люди разумные, логичные. Это люди, с которыми нужно общаться, разговаривать, чтобы понять, что он там хочет. И разница между пажом и рыцарем как раз и в том, что паж знает, что нужно делать, а рыцарь знает, что нужно делать, но вот как делать, он уже сам выбирает. Хочу так делаю, хочу так делаю. Но это все равно люди, зависимые от информации, от каких-то слов. Они могут, ну скажем так, паж мечей может вам прочитать стихотворение так, как нужно, с нужной интонацией, с, скажем так, с выражением даже. Ну так, как сказали, с тем выражением и читают. Вот рыцарь мечей, он включает уже какие-то свои эмоции в то, что он читает. Он прочитает точно то же стихотворение, но так, как ему хочется. С такими интонациями, чтобы вы восприняли информацию чуть-чуть по-другому. Он уже более тонко работает этими информационными планами, да, он обрабатывает эту информацию так, как ему хочется, и подает уже под своим соусом. Вот. Здесь тут более динамично, скажем так. У пажа выбора нет. Вот это стихотворение нужно читать в таком темпе и с таким выражением, а вот рыцарь он уже сам решает. Хочу, сделаю паузу там, хочу, сделаю паузу здесь. Но рыцарь, как и паж, не может менять слова. Да, вот информацию менять он не может. Он может менять интерпретацию этой информации, объяснять ее как бы по-своему. Но придумывать он еще пока ничего не может. Он тоже зависим от ситуации, как и рыцарь, как и паж мечей. Арлекина это аркан-шут? Нет, нет, я бы не сказал. Вот в Арлекина нет прямо вот всего аркана-шут. Это частный случай этого аркана. Частный случай. Шумел камыш, деревья гнулись. Да, у рыцаря мечей тут, видите, такая ситуация более динамичная. Это порывы ветра такие более резкие, более сильные, порывистые. Да, порывистые порывы ветра. Вот тут уже, да, тут есть такое активное ощущение. Причем, заметьте, вот у него символика какая? У него там на уздечке птички, тут птички, бабочки тоже есть, да, но птички присутствуют вот тут. Сокол, да, это символ активности, активной охоты. Сокол это охотничья птица, да, опасная, хищник, грубо говоря. Это человек, который этой информацией может принести ущерб некий. Может пользу, а может и ущерб. Вот. Тут у нас как бы у короля такой символики нет. У короля есть символика только вот там бабочки, бабочки, это вот все, да. У королевы тоже. Символика птиц, активных хищных, это у нас у этого пажа. Ой, рыцаря. Вот. У него даже вроде как там крылья такие вот сверху на полюмаже шлема. Как себя вести с рыцарями мечей? Разговаривать. Вот если с рыцарем жезлов можно поварьировать как-то его желания, свои желания, сравнивать с его желаниями, как-то попытаться на него воздействовать в плане того, чего он хочет, да, то рыцарь мечей, он воспринимает информацию. Ему эти ваши желания по барабану. Он просто должен знать, что вы хотите. Как именно вам этого хочется, неважно. Вы ему сообщаете, что, дорогой, сегодня мы идем в ресторан. Я хочу сегодня в ресторан. Поэтому мы идем сегодня. То есть вы сообщаете ему факт, с которым ему предстоит иметь дело. Вы ему передаете информацию, он ее обрабатывает и решает, что, где, куда. И тут все зависит от того, играете вы как королева, либо вы играете как паж. Если вы ему сообщаете информацию, что, дорогой, давай, пожалуйста, мы сегодня сходим в ресторан, очень хочется суши, да? Вот когда вы принимаете такую защитную позицию просителя, позицию более слабого человека, да, вы уже ставите себя в слабую позицию. Рыцарями нужно управлять, поэтому его нужно ставить перед фактом.
Все, ты обещал, что мы однажды сходим в ресторан, поэтому сегодня мы идем в ресторан. Почему? Потому что рыцари мечей воспринимают как это слово как вполне весомое действие. Почему рыцари мечей и вообще символика рыцарского меча это символика чести? Потому что честь это данное слово, которое имеет вес точно так же, как и выполненное действие. Сказал, значит сделал. Да, мужик сказал, мужик сделал. Это мужской активный принцип. Вот это, в принципе, этот-то принцип хорош для кого угодно, что для мужчин, что для женщин. Но это основной принцип стихии мечей. Сказал, значит сделал. Почему? Потому что информация должна соответствовать действительности. Потому что то, что ты сказал, пообещал, это значит, что ты в будущем это сделаешь. И раз ты пообещал, значит ты должен это сделать, чтобы твоя информация соответствовала правде, чтобы она была правдивой, да, соответствовала истине. Вот, поэтому эти люди достаточно прямые, сильные по своему характеру. Почему? Потому что они логичны, они могут просчитать и решить, что и как это делать вовремя, в нужный момент. Вот. Перевернутый рыцарь, он, скажем так, переворачивает информацию в нужную ему сторону. Это такие, знаете, как сказать, иезуиты, да, которые информацию перелопачивают так, чтобы вы ему поверили. Это может быть жулик, обманщик, это может быть человек, который ловко управляет информацией, да, и может заставить вас сделать то, чего вы сделать не хотите. Это человек, который может просто-напросто силой вас заставить что-то сделать, потому как мечи и воздух это не только информационное воздействие, но и силовое воздействие. Это человек, который решает проблемы свои и чужие. Потому как рыцари, они, скажем так, выполняют приказы, это раз, а во-вторых, могут отдавать приказы сами. Вот королева, она особо приказов не выполняет, она их сама отдает. Король должен договариваться с королевой полюбовно, да? А вот она уже может командовать этим самым рыцарем мечей. Поэтому это люди хитроумные такие, сообразительные, которые обладают определенным запасом информации, знают, что и как делать. Всегда тяжело было объяснять рыцаря мечей, думала, что как-то не очень ситуация. Нет, ну рыцарь мечей это просто умный, разумный человек, скажем так. Вот. По перевернутому рыцарю мечей он может слишком умничать, да? Вот, и думать, что он самый умный. А вот прямой, да, он действительно соображает, он знает, как придумать что-то. Как из той информации, которая есть, или из той ситуации, в которую вы попали, сделать что-то по-другому. Как-то проявить инициативу. Паш мечей знает, как выбраться из этой ситуации сложной. А вот рыцарь мечей знает, как эту ситуацию повернуть себе даже во благо, допустим. Вот. Буратино это аркан шут. Да, вот Буратино на шута больше похож, кстати. Рыцарь мечей может отображать ревнивца, который бежит выяснять отношения или бороться за девушку среди конкурентов. Рыцарь мечей это не столько ревнивец, сколько человек, который пытается, ну как сказать, показать свою силу, состоятельность и ум. Да, что я как мужчина хорош, активен, силен. Он уходить в сторону не будет. Так, вот, как-то так. Можно сказать, что... Так, куда-то мы тут ушли стрелочки. Вот, можно сказать, что раз уж речь зашла о ревнивцах, давайте посмотрим на рыцаря кубков. Почему? Не потому, что он ревнивец. Вовсе не поэтому. Дело в том, что вот рыцарь кубков это человек эмоциональный. И он реагирует на изменения эмоционального фона. Не только внутреннего, но и внешнего. Вот паш кубков. Вот кубки всегда объяснять очень сложно, а то, что в них мало логики. Почему? Я уже на прошлой лекции говорил, что понять логику кубков нереально, потому что логики в ней, ну, мало того, что мало, так ее еще это может не быть совсем, потому что это эмоции. В эмоциях логику не ищите. Эмоции, они просто есть. Они присутствуют, и как бы с ними что-то надо делать.
Как-то нужно, ну, не то чтобы бороться, но взаимодействовать, так скажем. Паж кубков, он человек эмоциональный, который не может изменить свои эмоции. А вот рыцарь кубков, он понимает, что эта эмоция ему дана, и он может с ней что-то делать, как-то ее менять немного. Он начинает ей уже активно управлять этой эмоцией. Почему? Ну, потому что он чувствует, что это, в принципе, его эмоция. Это привнесенная снаружи эмоция, которая в нем зародила то же самое, и он начинает чувствовать то, что ему велели чувствовать. Да? То есть, ну, как бы заразили его этой эмоцией, можно сказать. Пажу кубков, в принципе, все равно. Ему сказали радоваться, он и радуется. Рыцарь кубков, когда ему сказали радоваться, он начинает искать повод, как эту радость превратить в настоящую эмоцию. Да? То есть, как на самом деле найти что-то хорошее в том, чему тебе велели радоваться. Вот, поэтому можно сказать, что рыцари активно берут вот то самое чувство, которое рождается в нем, и делятся. Если пажу кубков нужно эту эмоцию передавать, да, то рыцарь уже может варьировать, что и как с этой эмоцией делать. Например, ну вообще пример очень сложно приводить по кубкам. Допустим, паж кубков. Это человек, который заходит в комнату, видит, что там все сидят грустные, и ему тоже становится как-то грустненько. И он такой сидит и думает, что-то я приуныл, да, и все. И вот он как приуныл, так и сидит. Дали ему эту эмоцию, да, и вот он с этой эмоцией сидит и не знает, что с ней делать. Хочешь не хочешь, а пить надо, да, вот дали тебе чашку кофе, не любишь ты кофе, ничего другого нет, пей, что дали, и нет, и не выпендривайся. Вот, рыцарь кубков, он немного не такой, он более активный. Когда он заходит в комнату, там все сидят грустные, он хватает эту эмоцию, подхватывает эту эмоцию. Почему? Ну, потому как эмоциональные люди, они эмпатичные, да? То есть они чувствуют чужие эмоции. И он понимает, что эта эмоция будет в нем какую-то реакцию. И вот если ему эта реакция нравится, он раскручивает эту эмоцию еще сильнее. Он начинает, вот все сидят, печалится, он аж рыдать начинает, аж начинает плакать. Но если ему эта эмоция не очень нравится, он может ее в себе поменять, так как этого не может сделать паж. То есть все сидят, грустят, а он такой только вид делает, что грустит. То есть он уже немного имеет, скажем так, ну, он не имеет права выбора, да. Раз все грустят, он тоже должен грустить. Но он уже не обязан внутри испытывать ту эмоцию, которую ему велели испытывать. Он может как-то внутри тайно радоваться, да, ой, хорошо, что это не мои проблемы, сейчас вот с работы выйду, да, и дальше буду радоваться жизни. Пока на работе, конечно, лучше не отсвечивать. Правильный паж кубков, он, конечно, начинает потихонечку эту эмоцию в правильную сторону раскручивать в обратном направлении, да. То есть, если он чувствует, что все как-то печалятся слишком сильно, он может немножко порадовать их как-то, да, улыбнуться, пусть и грустно, но как-то приободрить товарищей по несчастью, скажем так. Поднять немного, как это, общий моральный дух, скажем так, да. Это вот тот товарищ, с которым вы идете, всем сложно идти, у всех ноги болят, все ноют, говорят, ой, еще долго идти. Он такой, да-да-да, долго идти. Ну ничего, хорошо, хоть дождя нет, да, то есть вы уже чувствуете, что ситуация не такая уж и плохая, да, мог бы быть и дождь, а он, вот видите, нашел что-то позитивное в ситуации, поменял немножко эмоцию, ему самому внутри гораздо веселее, чем вам, и вы понимаете, что, наверное, все-таки активная работа со своими эмоциями, делать так, как тебе хочется, проявлять инициативу эмоциональную, это, наверное, более правильно, более полезно. Вот как-то так, вот и все. Это люди, которые просто-напросто умеют управлять настроением своим, скажем так, и могут немножко в себе ее там регулировать. Ну как? Немножко. Для этого нужно активно прислушиваться к своим эмоциям, разбираться, чувствовать их. Вот, если пажу кубков сказали, что все плохо-плохо, он сидит, и ему тоже плохо. А куда деваться? Ты паж, да? Вот. А вот рыцарь кубков, он как бы чувствует, что вот интересно, да, но может быть и по-другому немножечко.
В реальной жизни как бывает? Паж кубков — это влюбленный в вас молодой человек, который ничего поделать не может, стонет и плачет, либо наоборот бурно радуется, да, но вы прям чувствуете, что сделать с этим, ну как-то так, ему можно сказать уйди, противный, да, ничего от тебя не хочу. Ну вот, и он уйдет и будет там где-то страдать. А вот рыцари — это более опасные товарищи в отношениях, потому как они этими эмоциями могут играть. Я бы даже сказал, что они в период активности сильнее даже немного, чем королевы кубков. Потому как когда вода теплая, горячая, да, она воспринимается более активно. То есть, когда человек остро желает испытывать какие-то эмоции, он ведет себя более активно. Рыцарь кубков эти эмоции показывает. Если паж кубков просто молча страдает от влюбленности в вас, то рыцарь кубков будет за вами ухаживать. Даже если там нет надежды, даже если вы глубоко замужем, да, и у вас там 28 детей. Но вот он все равно будет как-то показывать вам эту свою эмоцию, заинтересовывать и как-то так надеяться на исход какой-то. Ну, мало ли, может, хоть что-нибудь перепадет, да, там, украдкой урвать, урвать тайный поцелуй во тьме ночной, что-то такое. Вот. А перевернутый рыцарь кубков — это человек, который мало того, что себе эмоцию может перевести туда, куда вам не хотелось бы, так еще и вас может подтянуть в это ощущение. Да? Знаете, вот этот человек, где вы сидите на работе, радуетесь, да, что все хорошо, солнышко светит, работа вроде такая сегодня, такая не очень сложная, да, и все такие. А сидит рядом коллега и что-то там себе вздыхает. Вздыхает, вы спрашиваете, что ты вздыхаешь, что у тебя? Да, у меня все хорошо. И продолжает вздыхать. И вы чувствуете, что у вас тоже начинает меняться эмоция. Вам тоже уже как-то тревожненько так становится, что-то не так. И вот вы сделать с этим ничего не можете, пока вы не королева. Пока вы не можете управлять эмоциями снаружи. Да, пока вы можете отслеживать только свои эмоции. В общем, рыцари — это эмоционально активные люди, которые все еще зависят от ситуации. Вот, это сложно. Да, это сложно описать. В раскладах, наверное, проще было бы. Ну, теоретически рыцаря кубков описать сложно, потому как в нем мало логики. Смотрите, это вот как Арамис. Ну, там вроде бы все понятно, да? Если ты хочешь быть аббатом, тебе нужно забыть про женщин. Но не тут-то было. Если есть эмоция, если есть чувство влюбленности, да, то как бы это очень близко к чувству духовности. А духовность — это не логичная штука. Разум — это разум, а вера — это вера. И рыцари кубков — это люди, которые не только доверчивые, но и сами заставляют испытывать к ним доверие. Вот. Почему? Потому что доверие — это штука эмоциональная. Доверяем мы тому, кому нам хочется верить, потому что он нам приятен. Мы испытываем какую-то хорошую эмоцию по отношению к этому человеку. Вот и все. Вот. Поэтому люди, которые проходят по рыцарям кубков, они очень зависимы от этих эмоций. Да, там речь идет о том, что рыцарь кубков — это как это пьяница, алкоголик. Такое временами бывает, но не потому, что карта значит алкоголика, а потому, что карта значит гиперэмоционального, либо просто эмоционально зависимого человека. А алкоголь — это на физическом, на телесном, на физиологическом уровне, это, скажем так, это и есть та самая стихия воды, это те самые эмоции. Алкоголь — это усилитель эмоций. И если у вас эмоции как бы негативные, алкоголь вам усиляет эти негативные эмоции. Если вам грустно, вы выпиваете не для того, чтобы развеселиться, а для того, чтобы забыться, да, чтобы утопить свою грусть в алкоголе, скажем так. А вот если вам весело, вы пьете, чтобы вам стало еще веселее, чтобы вам стало еще лучше, вот, чтобы усилить эту свою эмоцию. Вот, поэтому очень часто люди, зависимые от эмоционального состояния своего, они рыцари кубков. Но, к сожалению, вот эти эмоциональные люди очень часто имеют зависимость от алкоголя, либо от какой-то другой эмоциональной ситуации. Да? Вот как-то так. Прямой зависимости от алкоголя тут нет. Тут есть скорее косвенная зависимость от алкоголя.
У Романа на канале есть видео, где объясняет соответствие карт относительно 12 полям астрологическим знаком. Да, есть где-то. Рыцарь мечей самый агрессивный? Я бы не сказал. Рыцарь мечей, ну, в перевернутом значении, да, это может быть агрессия. Но агрессия не страстная такая, да? Когда человек не соображает, что он делает. Просто вот включилось желание и все, да? Вот. Рыцарь мечей это скорее человек, которому нравится насилие. Поэтому агрессивные они, если только они не понимают, как сделать что-то. Да? Агрессия у людей может проявляться из-за чувства бессилия. Да? Поэтому вот она в тупой агрессии только проявляется. После 3 недель в больнице на кислороде и капельницах наконец отменили. Ой, выздоравливайте, выздоравливайте. Что же вы так? Не надо так, не надо. Захотелось вернуться к жизни. Это уже лучше. Ничего не пошло, кроме вас. Ну, хорошо, хорошо. Хоть как-то я людям пользу приношу, да? Вы не только учитель, но и целитель. Ну, так уж и целитель. Может, вам будет приятно. Да, приятно, конечно. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Это самое главное. Рыцарь мечей стремится отстаивать свои границы и свою точку зрения. Ну, смотрите, защищать свою точку зрения, традиционную такую, да, из-за того, что не хочет ее менять, это рыцарь пентаклей. А вот защищать свою точку зрения, потому что уверен в информации, которая ей соответствует, это рыцарь мечей. Рыцарь мечей, правильный рыцарь мечей, он защищает не столько свою точку зрения, сколько информацию. И если информация, которую вы ему даете, более логична и представляет какую-то другую правду, да, тогда он абсолютно искренне будет защищать вашу правду, если она соответствует истине. То есть, ну, рыцарь мечей, он человек, который защищает не столько принадлежность, как рыцарь пентаклей, сколько чистоту информации, честность. Да? Вы, наверное, говорите про старшие арканы, а я имею в виду только фигурные карты. Расскажите, пожалуйста, как взаимодействовать грамотно с каждым рыцарем. Окей, хорошо, сейчас расскажем. Если еще к рыцарю кубков добавить дьявола, интересно, какие там чувства будут у мужчины. Разнообразные. Это, наверное, не нормальная зависимость. Да по-разному бывает. Зависимость это и есть зависимость. Зависимость это то, что нам хочется испытывать. Жду курс по Монаре. Купила карты и не трогаю. Жду ваших лекций. А что не трогать? Трогайте карты. Изучайте, изучайте. Монара у нас будет, знаете когда? Монара у нас будет через пару недель, наверное. Вот, потому как нужно еще нам с королевами и с королями пообщаться будет. Рыцарь кубков плюс дьявол скорее алкаш, а вот рыцарь жезлов плюс жезлов мечей плюс дьявол, вот там трэш. Да, там желание действовать, а вот рыцарь кубков это желание, как это, ну, забыться скорее, уйти в другой мир. Поэтому по кубкам это зависимость от эмоций, а вот зависимость от страстей, либо от насилия, вот это уже, да, там действительно может быть трэш. Смотрите, как нам взаимодействовать с рыцарем Пентаклей. Я уже рассказывал, да. То есть люди практичные. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Да? На самом деле, да, это люди, которые ценят результат, итог, которые действуют только если уверены. Ну, не только, но в основном, если уверены в результате своих действий. Если нет уверенности, они, может, и не будут действовать. Что стараться, если непонятно, получится или нет. А вот если понятно, получится или нет, тогда можно стараться. Вот. То есть это люди практичные. Физика, физиология, теплая, мягкая, вкусная. Это вот их прерогатива. Традиционная, привычная. Почему привычная и удобная это одно и то же? Потому что когда ты к чему-то привык, да, ты чувствуешь удобство, тебе нормально, тебе хорошо. Ты не хочешь менять, чтобы не привыкать к чему-то новому.
Ну, я думаю, что это интуитивно понятно, да, тут лишние слова незачем. Рыцарь жезлов. Люди активные, гиперактивные, я бы сказал. Их легко заинтересовать каким-то, скажем так, новым желанием. Огонь — это постоянный поиск новизны, это постоянное движение, это постоянно изменить что-то. Вы можете заинтересовать рыцаря жезлов простым, скажем так, утверждением о том, что да, мы там уже были, но вдруг там уже что-то поменялось, да? Давай сходим в ресторан. Мы же в прошлом месяце ходили в этот ресторан. А вдруг там меню поменялось? И вот посмотреть, что там новенькое, да, что там изменилось, что он сможет захотеть в новой ситуации, рыцарь всегда будет, рыцарь жезлов всегда будет заинтересован. Это страстные люди. Когда вы хотите заинтересовать мужчину по пентаклям, показываете ему свое тело. Красивое и влекущее, манящее. Чистый секс, физиология. Когда вы хотите заинтересовать мужчину по жезлам, показывайте ему страсть. Показываете ему, как вы хотите чего-то. Если вы хотите обратить внимание мужчины по мечам, это мужчины-силовики. Они либо любят подчинение, да, либо сами подчиняются. Да? То есть у них так, кто сильнее, кто докажет, что он имеет право на управление ситуацией, тот и сильнее. Да, то есть это такие провокаторы, как бы, которые, ну, в хорошем смысле. Это люди, которые постоянно испытывают вас на прочность, постоянно поддевают так в шутку, как бы, очень часто. Именно для того, чтобы чувствовать, как бы, как вы, пало ли ваше сопротивление или еще нет. Да, то есть, ну вот, которым проще проверить действием, что и как. Поэтому по мечам мужчин, допустим, заинтересовать очень легко, если вы сами начинаете проявлять какую-то инициативу и начинаете сами как-то действовать. Тоже очень интересно. Ну вот. По кубкам, ну как, эмоции, да? Если вы показываете, ну вот там сложно. Эмоцию сложно показать, но у женщины это получается хорошо. Объяснить эмоцию тоже сложно. Но если вы будете эмоционально воздействовать на мужчину, он будет реагировать. То есть, ну как вам сказать, вот это закатывание глаз, да, вот эти ахи-охи, вздохи. Ну, не мне вас, женщин, учить, как на мужчину нужно воздействовать эмоцией. Да? Поэтому рыцари кубков, они особенно тонко чувствуют, как у женщины там что-то внутри меняется, эмоциональный фон, они это улавливают, они тонкие эмпаты, они прям чувствуют. С ними даже как-то и говорить ничего не надо, они сами все понимают. Вот рыцарь кубков — это тот самый рыцарь на белом коне, о котором все женщины так мечтают. Прям ангелоподобный такой товарищ, вот, прям как с неба спустился. То есть, ну вот, хоть до раны прикладывай, да, как говорили. То есть такой товарищ, с которым, ну, джентльмен, да, джентльмен. Вот, тонкий, мягкий, ранимый мужчина, который говорит эмоциями, он может и серенаду спеть. Чем его можно заинтересовать, но это тайна, загадка. Нужно просто попасть в его эмоцию, и тогда вы будете чувствовать, что он ваш. Да? Вот это та самая влюбленность. Дьяволы кубки — это энергетический вампир. Ну, я бы не сказал. Кубки — это скорее эмоции. Тут, понимаете, вот эти термины энергетический вампир. А кто такой энергетический вампир? Что за энергию он пьет? Электричество или эмоции? Или ваши страсти? Или что? Вот тут нужно сначала в терминах определиться, а потом понимать, что такое энергетический вампиризм. Если вам грустно становится от общения с каким-то человеком, то это эмоциональный вампир. Если вы лишаетесь сил, вот тогда это энергетический вампир. Вот. Тут опять же все зависит от того, что вы чувствуете после этого вампира. Можно остановиться на теме астрологических соответствий в фигурных картах. А там очень сложно на них останавливаться, на этих астрологических соответствиях, просто потому что, ну как вы впихнете в 12 знаков зодиака, либо 10 карт.
младших арканов, да, цифровых карт этих самых. Либо как, 14 карт. Либо если, 14 имеется в виду вот целый ряд, да. Либо все вот эти 56 карт. Как впихнуть? Тоже непонятно. Либо, может быть, взять только эти самые придворные карты и распихать их по разным домам, по разным знакам. Но их 16. А домов и знаков 12. В общем, все эти системы, когда младшие арканы распихиваются по зодиаку, они все где-то ущербны. Это вот, как я говорю, натягивать сову на глобус ровно не получится. Где-то там перья торчат, где-то эта сова морщится, где-то выступает. В общем, что-то не то немножечко. Вот. А вот в Ордене Золотой Зари была таблица по фигурным картам, пишет Александр Конусов, абсолютно прав. Но вы забываете о том, что ребята, которые входили в Золотую Зарю, они тоже не всесведущие боги. Они тоже пытались все это как-то впихнуть. Проблема в том, что это, как это говорится, не всегда можно впихнуть невпихуемое. Извините за мой французский, но это же мы тут все в интернетах люди взрослые. Младшие арканы распихать по знакам зодиака, очень сложно. Там нужно, смотрите как, либо у нас идут вот эти младшие арканы первых 10 знаков. И такое, в принципе, практикует, знаете кто? Юрий Хан. Такое практикует, потому что первые 10 знаков у него идут как обычные люди, да? А вот водолеи и рыбы это люди какие-то необычные. Они уже информацию черпают где-то там, в высших сферах. Водолеи работают с этими высшими сферами, рыбы там вообще обитают как, по регистрации, там прописаны вообще. Вот, поэтому очень часто делал, вот он так делает, что 10 первых знаков это 10 карт каждой масти. Собственно, первый дом туз, второй дом двойка, тройка, четверка, и так дальше. А вот 4 придворные карты он уже впихивает в водолея и в рыб. Вот, то есть водолей это паж и рыцарь, а рыбы это королева и король. С его точки зрения он, конечно, прав. Там есть логика определенная, но она не общепринятая. Эта логика, она такая, она скорее очень-очень авторская. Это вот так Юрий Хан видит. Надо сказать, что кое в чем там есть очень интересные моменты. Я бы вам советовал, честно говоря, и смотреть лекции Хана, и вообще очень интересный товарищ. Вот. Да и в принципе вся эта система. Вот по старшим арканам, да, вот у меня и у него один в один. От того, что, во-первых, я взял эту систему, она у него была уже почти готова, да, я только-только начал его смотреть сколько-то лет назад, только-только у него вот на YouTube что-то начало там выходить. Я как раз искал в то время, как вот распихать эти старшие арканы по зодиаку, и у меня криво-косо что-то вставало, смотрю, у Хана также. Думаю, раз у умных людей так же, значит, наверное, так и оставим. Так и оставил, и впоследствии выяснилось, что да, так оно и есть. По-другому их распихать никак нельзя. Просто потому, что там логика общая. А вот в младших арканах, у него очень уж своя логика. Тут я с ним уже согласен не буду, но, опять же, сколько людей, столько мнений, поэтому... Опять же, я не претендую на истинность знаний, что есть, то есть. Как... Я, допустим, так работаю, у меня эта система, допустим, работает, хорошо работает. Вот. У Хана своя система работает. Если вам нравится больше система Хана, пожалуйста, так отлично, хорошо. Если вы более продуктивно... Знаете, это какая разница, на чем ездить? На дизеле, да, или на бензине? Двигатель-то, работает примерно с одной скоростью, деньги-то расходуются тоже примерно, что так, что так.
Ну вот. Так что тут только элемент выбора. Личных предпочтений, скажем так. У Хана сложно, это не мое. Ну да, да. У Хана сложно, но очень интересно. Вот. Галина советует Конусову у Хана. Глянуть? Да. Вот в Ордене Золотой Зари была таблица по фигурным картам. Так вот и я говорю, что Золотая Заря это не... Смотрите, тут некоторые люди считают, что вот раньше-то трава была зеленее, да, и пломбир по 20 копеек был самый вкусный, и раньше люди всю правду знали. А вот мы теперь всего не знаем, мы вот подрастеряли эти древние знания, а вот в Золотой Заре они были умные масоны, они все знали. Извините, эти умные масоны черпали информацию ровно из тех же источников, что и мы с вами теперь черпаем. Просто у них интернета не было, они сидели в библиотеках. И по сравнению с другими людьми, которые в библиотеках не сидели, вот они были реально умными. Но по сравнению с нами, у них примерно тот же уровень знаний по эзотерике, который имеется у нас. Более того, у нас этих знаний гораздо больше. От того, что у нас источники информации более обширные. Плюс еще в Золотой Заре эти ребята... Вот Уэйд свою колоду издал в 1909-11 годах. С тех пор столько нового узнали, столько много нового поняли. А вот столько новых систем, более четких, более интересных, более детальных появилось и было проработано во взаимодействии всех этих людей, что можно сказать, что да, Орден Золотой Зари это классика, но не значит, что они были правы во всем. Понимаете? Вот как-то так. Просто нам с нашим знанием психологии, с нашим знанием социологии, с нашим знанием вот всех этих характеров, флегматики, меланхолики, это вот все. Да? Нам гораздо проще увидеть, где ближе к истине. А у Золотой Зари что было, то и было. Что там было у них? У них только зодиак и был. Да, и вот эти карты. Как хочешь, так и впихивай. Вот и составляли какие-то таблицы, которые, в принципе, косые, кривые и работают не очень хорошо. Просто потому, что нельзя впихнуть. Смотрите, почему эти таблицы у них работают не очень? Потому что они пытаются какие-то земные человеческие вещи объяснить с помощью зодиака. А зодиак это не только земные, но и какие-то высокофилософские штуки. И не зря у нас есть старшие арканы и младшие арканы. А то, что старшие арканы, это да, симбиоз зодиака и философии, высшей философии. Там, практически теология такая уже идет, да, наука о богах. Вот это старшие арканы. Это архетипы, которые, работают во всем. А младшие арканы, это устройство средневекового общества. Младшие арканы это была игра, которая, очень похожа на табель о рангах. Это наш социум человеческий, это наша земная плоская жизнь. И вот нашу плоскую земную жизнь натянуть как-то на вот этот супер-гипер объемный зодиак, который в разные стороны торчит. Вот и получается вот эта сова, которую мы натягиваем на этот глобус. Конечно, будет криво временами. Поэтому я и не стремлюсь эти вот младшие арканы как-то вот в зодиак впихивать. Зачем делать что-то плохо, если другие уже сделали плохо? Вот. Что вы думаете о лекциях мифологии как одно из направлений, привлекающих эзотериков на канал? Я не очень силен в мифологии, они мне просто нравятся. Я хорош, когда я совмещаю вот эти мифы с арканами Таро. Это да. Может быть. Но, опять же, у меня все это нигде не структурировано, чтобы прям так лекции читать. Вот. Зато у меня все это лежит в голове в таком в рабочем хаосе, скажем так. И извлекать из этого хаоса что-то вот так вот, да, прям так, чтобы соответствовало, это, в прямом эфире у меня получается. В записи у меня не очень. Я почему записываю эфиры?
того, что под запись на камеру, я ничего умного сказать не могу. Я из этого своего хаоса, из того, что у меня там есть, я толком ничего выдернуть не могу. А когда людям надо, вот, когда спрашиваете, я что-то раз, опа, и достаю. Говорят так обычно: огонь, овен, лев, стрелец, земля, телец, дева. Ну так это понятно. Это разделение-то по стихиям, это стандартное разделение по стихиям. Чё об этом-то говорить? Это астрология. То есть, чтобы получить от рыцаря мечей, нужно желание преподнести ему как факт. Примерно так. Надо купить дом, или сегодня идем в ресторан. Смотрите, рыцарю мечей понятна логика. Расчет, циферки. Это очень похоже на меркантильность, но скорее понимание того, что с помощью этого ты достичь можешь чего-то большего, да? Что-то удобнее. Надо купить дом, потому что у тебя, проще дома что-то делать, да, в своем доме. Жить в доме в своем проще, чем в арендуемом, допустим. У тебя больше денег уходит на аренду, чем нежели на свой дом. А в своем доме ты сам себе хозяин. Смотрите, дом, вот тут скорее все-таки прерогатива действия. В своем доме можно делать, что хочешь. Вот. А в съемном жилье, там такое себе. С точки зрения прагматики, да, свой дом это просто тупо выгодней, да, потому что платить за аренду жилья, ты там платишь 2000 евро в месяц, да, ты можешь 1000 евро отдавать на ипотеку за свой уже дом. Это гораздо выгодней, чем жить всю жизнь в арендуемом жилье. Это, пожалуйста, вам по рыцарю Пентаклей. Ну и, конечно, рыцарь жезлов. Это, вот у всех дома. А ты что, самый бедный, да? Если люди будут видеть, что у тебя нет своего дома, да, тогда ты будешь меньше зарабатывать от того, что они тебя будут меньше уважать. У тебя социальный статус будет ниже. Вот, это опять же такая прагматика, как бы чуть-чуть огненная, но прагматика. Можно сказать, что по огню в доме можно все время, хочешь, можешь так поменять, хочешь так мебель переставить, хочешь так. Захотел стенку снес, захотел новую поставил. Что хочешь, то и делаешь, что тебе захочется, то ты и сможешь сделать в этом самом доме. По мечам, да, никто тобой не рулит в этом доме, ты как бы полную свободу имеешь. Это рыцарь мечей. Ну и кубки. Это скорее ощущение того, что дома ты у себя. Это уют, комфорт такой душевный скорее. Ощущение семейного очага, домашнего очага. Как у мамы с папой, как у бабушки с дедушкой. Вот что-то свое, такое теплое, семейное, где ты чувствуешь спокойствие. Это та ситуация, в которой ты хотел бы оказаться, чтобы... вот помните, как у Булгакова, да? Что хотела Маргарита по итогу с мастером? Ни какой-то славы, ни богатства. Она хотела просто спокойствия, то есть спокойных эмоций, хороших, правильных, положительных эмоций. Отдельный домик для себя и мастера, чтобы он вот делал то, что он делал, а она то, что она, да. То есть, вот такое скорее ощущение, в общем, ощущение спокойствия. Вот это одно из самых главных ощущений кубков. К чему стремятся на Востоке люди высокодуховные? Познать дзен и ощутить нирвану. Вот это и есть эти самые кубки. Так, на украинском, тут не все понимают украинский, поэтому я буду сразу переводить. Я украинский знаю поскольку как бы родился в Германии, вырос в Беларуси, знаю белорусский, поэтому. Так, это ваша авторская работа, вот это зодиакальное колесо и старшие арканы в нем. Скажем так, меня обвиняли в том, что я украл это у Хана. Просто у Хана я это увидел в момент, когда я сам уже так себе пытался расставить арканы. Вот. И искал соответствий в интернете. То есть искал подтверждение. Подтверждение нашел, но уже готовое. Поэтому тут можно сказать, что у Хана его автор... Я не помню, чтобы Хан это считал авторским чем-то, да? Может быть, но это как бы его право. Тут, скажем так, 7 нот
Они как есть, так есть. Да? Их сложно как-то впихнуть по-другому. Какие-то новые ноты придумать сложно. Какие есть арканы, такие есть. Но дело в том, что он их объясняет с одной точки зрения, а я обосновываю это другой точкой зрения, потому что у него идет чистейшая астрология, и он очень часто эти карты, притягивает за уши в эту свою астрологию. Итог получается рабочий тот же. Но вот каким путем он идет, порой таким очень своеобразным, и с ним сложно соглашаться в чем-то. Но с другой стороны, если мы берем мифологию, а я рассматриваю карты Таро через мифологию в основном, там присутствует то же самое. То же самое все присутствует. Поэтому можно сказать, что это две параллельные системы. Форма, пусть это будет авторство Хана. Мне это, в принципе, вот. Скажем так, одно и то же можно объяснить по-разному. Хан это авторски поясняет астрологически, я это авторски поясняю мифологически, скажем так. Просто астрология удобная, готовая штука, в которую, хочешь не хочешь, а это все впихиваешь. От того, что люди это знают, для людей это знакомое. Можно было бы в алхимию, конечно, но алхимию мало кто знает, да и алхимия мне интересна постольку-поскольку. Можно было бы в нумерологию, и нумерологию знают много народу, но мне она не очень интересна, вернее, совсем не интересна. Вот и все. Бывает же так, что у разных людей на разных концах планеты одни и те же идеи возникают в одно и то же время. Да. Может быть, кто-то пользуется той же системой, просто не рассказывает никому, понимаете? И может, он и не в курсе, что там у Хана, у меня есть такое. Но опять же, я на появление идеи я не претендую. Просто потому, что, это очевидно. Так разложить карты может любой человек. И это будет правильно. Не потому, что я так придумал, я так сказал, а потому, что это соответствует истине. Да, кубик, он квадратный. Он со всех сторон квадратный, чуть-чуть разный, но в целом это кубик. Как ни смотри, он он треугольничком не станет. Он пирамидкой не превратится в пирамидку. Поэтому что так правильно, что так правильно. Да, поэтому что у Хана такая система, что у меня. Если кто-то другой придет в эту систему и будет пользоваться, и отлично. И хорошо. Какая разница? А вы лично по знаку зодиака мечевая натура? Как это? Я очень переменчивая натура. Я такой. У меня, вообще очень мало людей, у которых ярко выраженная одна масть, стихия, да, и все. Человек это это микс стихий, да, у каждого по-разному. Тот же самый Буратино и Пьеро, да? За счет чего там они, где там они были? Сказка про Буратино и эту компанию веселую. Это сказка как раз о том, что человек учится понимать свои эти стихии и как-то с ними со всеми взаимодействовать. Где-то пойти на уступку своим желаниям, где-то подумать головой, где-то там взгрустнется ему, да, а где-то он будет проявлять упорство. То есть в человеке все это вместе. Какая-то там стихия будет превалировать, да, у меня превалирует все-таки вода. Потому что у меня солнце в рыбах, я такой человек водный, но выражаю свои эти эмоции достаточно активно. По мечам, по воздуху, да, я могу о них говорить. Как-то мне проще сказать о своей эмоции, чем ее как-то выразить. Поэтому, я человек переходный из водолея в рыбу, поэтому легко говорю о своих эмоциях. О тех, о которых хочу, конечно, говорить. Что нужно изучить для работы с колодой Монара? Женскую психологию. Это очень женская колода. Она про женщин, про чувства женщин. Чувств мужчин там очень-очень мало. Там все видится через женские эмоции. Если можно, отвлеченный вопрос. Есть люди, которых вы не чувствуете при раскладе? Да, есть такие люди. Не часто, но бывают. Смотришь карты и ничего не видишь.
день, может, не такой, или человек. Но встречаются редко. Где-то один на сотню бывает так, что вообще ничего не вижу. Ну, может быть, чаще немного, 2 на сотню. Вот. Ну, блин, это фиаско. Ну, Юля, что ж поделать? Не, Монара на самом деле очень понятная, простая колода. Вот, от того, что там очень ярко эти эмоции показаны. И если просто понимать, как они показаны, если их расшифровывать через эти изображения, тогда понятно. Вот. Хан это ловко делает, прикольно так, но у него очень так своя, опять же, своя манера. Благодарю за лекцию. Да, надо заканчивать уже. Ого, так нормально времени-то. 2 с лишним часа. Хорошо, будем заканчивать. Увидимся с вами во вторник. Я надеюсь, что все-таки получится во вторник, потому что что-то последнее время не получается 2 раза в неделю в эфир выходить. Но я буду стараться. И давайте, наверное, что-то мне не очень понравилось, как я рассказал про вебинар, который будет. Запись будет не очень тогда, да, вот с вебинаром. Давайте, наверное, знаете, что сделаем? Давайте, наверное, вебинар. Вебинар озвучу, наверное, еще раз. Вот, да. Давайте озвучу. Вот это мы сейчас закроем, свернем. Ну вот. И все пропало, да? Ну, отлично. Так. Сейчас настроим. И запишем. В принципе, лекция-то на этом закончена. Мне нужно только 5 минут, чтобы записать. Ну, прям не знаю, что у меня тут происходит. Не судьба какая-то, да? Ага, вот он. Вот он есть. Хорошо. Нет, значит, запишем. Так. И какие-то, если там вопросы у вас там будут, тоже можно. Хорошо, значит, в субботу у нас состоится с вами вебинар. В субботу когда? 27 ноября 2021 года. В интернете у нас с вами состоится вебинар по теме, как выбрать расклад Таро. Суть вебинара будет заключаться в том, что я вам расскажу о своей авторской визуально-интуитивном таком подходе к выбору расклада Таро. И расскажу о том, как строится, в принципе, у нас консультации Таро, исходя из того, как я это делаю, как я работаю. В общем, расскажу о визуально-интуитивном подходе к раскладу, то есть почему у нас расклады выглядят именно так, и вот именно этими раскладами я почему работаю. Вот, посоветую вам, как менять расклады под себя, как подобрать расклад удобный, ну и, собственно, как из этих раскладов сложить консультацию. Посмотрим на практике живые примеры каких-то ситуаций. Разберем, как это работает в реале. Ну и отвечаю на ваши вопросы. Вебинар проводится на платформе Zoom. Можно будет скачать для компьютера по ссылочке. Ссылочка будет в описании клиент для конференции Zoom. Либо если с телефона, то, собственно, загрузить за Google Play или из Apple Store. По ссылочке перейдете, вам устройство само предложит, там сайт умный, он видит, что у вас за устройство будет вам предлагать то, что нужно. За 3 часа, думаю, управимся с 2 перерывами по 10 минут, стоимость 25 евро, 110 злотых, либо 2000 рублей, если вы там из Российской Федерации, из рублевой зоны будете слушать. Пишите на WhatsApp мне, вся запись будет производиться в WhatsApp. Вот, собственно, туда же все вопросы по оплате, по тому, как и что зачем будет нужно. В общем, там вам все поясню. Вот как-то так. Хорошо. Спасибо всем за сегодняшнюю лекцию. Увидимся с вами во вторник. Я надеюсь, во вторник, да.
Вебинар для закончивших обучение откроет что-то новое? Вероятно, нет. Нет. Это то, что вы знаете, это то, что ученики уже знают. Просто некоторые люди не хотят целый курс, хотят вот какие-то отдельные вопросы. Буду выносить в отдельные вопросы. Вот, и попытаюсь как-то... Нет, Юлия, вы мне напишите, да, хотя я, в принципе, вам уже и так сказал. Ученики, да, если будут смотреть, ученикам это будет, наверное, не очень интересно. Запись будет вебинара? Будет, но пока еще не решил, в какой форме. Запись вебинара, конечно, будет. Вот. Только надо придумать, в какой форме. Хорошо, окей, добренько. Всем спасибо за лекцию, увидимся. Во вторник у нас еще королевы и короли. Всем пока.